Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Я не так давно начала шить лоскутное одеяло. Опыта у меня немного, но я стараюсь, чтобы изделие было интересным и в то же время простым в изготовлении. Почему обратная сторона одеяла не может быть красивой, подумала я, и решила сделать двухстороннее одеяло. Понадобится мне для этого всего один блок. Шить его можно любого размера. Чтобы удобнее было снимать процесс пошива, покажу на небольшом блоке. Использовать буду маленькие обрезки ткани. Для пошива этого блока понадобится 1 квадрат и 2 прямоугольника. Как рассчитать размер, покажу на примере квадрата 10 на 10 сантиметров. Добавлю прибавку на швы 1,5 сантиметра и получу квадрат со стороной 11,5 сантиметров. Ширина прямоугольника – это 2 стороны квадрата. 2 умножаю на 10, получится 20 сантиметров. Добавлю прибавку на швы 1,5 сантиметра. Получаю ширину 21,5 сантиметра. Длина прямоугольника – это 3 стороны квадрата. 3 умножаю на 10 и получаю 30 сантиметров. Прибавка на швы здесь 3 сантиметра. Добавляю прибавку и получаю длину прямоугольника 33 сантиметра. Подготовила 2 прямоугольника 17,5 на 27 сантиметров. Это размеры уже с припусками. Сторона квадрата у меня 9,5 сантиметров. Квадрат складываю пополам, прикладываю к краю длинной стороны и ставлю наметку. На противоположной стороне с другого края делаю такую же наметку. Соединю полученные точки. Разрежу по линии. Собираю блок. Крайние полосы на прямоугольниках с обеих сторон пришила одинаковые, поэтому при сборке вокруг квадрата получается рамка. Теперь нужно соединить все детали. Кладу квадрат на первый треугольник. Прокладываю шов от угла до середины квадрата. Вторая сторона остается открытая. Пришила. Добавляю второй треугольник. Прокладываю строчку по всей длине. Дальше соединяю третий треугольник. Четвертый треугольник тоже пришиваю по всей длине. Осталось замкнуть блок. У меня оставался открытый шов. Складываю детали и продолжаю строчку до конца. Блок готов. Осталось подровнять уголки. Делаю разметку и срезаю все лишнее по размеченным линиям. Размер готового блока получился 29 сантиметров. Осталось подровнять края и можно использовать. Называется этот блок в переводе на русский «Кружи меня». Получается эффект, как будто треугольники кружатся вокруг квадрата. В этом блоке можно использовать и заготовки из обрезков. Если соединить их с однотонной тканью, смотреться будет красиво. И такой лоскутный блок я решила сделать изнаночной стороной моего одеяла. Вырезала квадрат и полоски для прямоугольников. Использовала в основном мужские рубашки и разбавила их тканью с рисунком. Ткани я постирала, проутюжила, срезала кромку и затем нарезала полосы нужной длины и ширины. Подготовленные полосы сошью между собой. Для одеяла мне нужен размер квадрата 1,5 метра. Вставлю размеры, по которым я собирала свой лоскутный блок. Может, кому-то пригодится. Прямоугольники я собрала одинаковые. Для центра вырезала квадрат. По краям пришила одинаковые полосы. Складываю квадрат пополам и на прямоугольниках делаю разметку. Все абсолютно так же, как в первом блоке. Собрала все детали вместе. Получается лоскутный блок 1,5 на 1,5 метра. Мне для одеяла нужно полотно 1,5 на 1,10 м, поэтому с каждой стороны я отрезала полосы шириной 20 сантиметров. Изнаночную сторону одеяла сделаю на синтепоне. Вырезала с запасом, сколола по всей площади булавками. Заготовку я буду стягать, и чтобы во время стежки слои не сдвигались, я проложу наметку в швы соединения полос. Это не займет много времени, но зато работать будет легче. Срезы получаются под углом 45 градусов, и чтобы в дальнейшем они не растягивались, я их тоже решила соединить с синтепоном.
Полотно у меня многоцветное, и я не стала его перегружать и простегала обычной прямой строчкой. Припуски у меня заутюжены в одну сторону. Шов прокладывала со стороны припуска и так дополнительно их закрепила к ткани. В центральном квадрате у меня будет аппликация. Вырезала шаблон сердечка и обвела на ткани по контуру. Из отделочной ткани по косой вырезала полоски шириной 1 см. Сложила вдвое и приметала по контуру. Добавлю еще следы. Закреплю их и затем замкну обводку. Следы по контуру пришила зигзагом. Полоски по центру закрепила мелкой строчкой. И теперь мне их нужно растрепать. Скроены они по косой, махрятся хорошо. Для ускорения процесса можно использовать щетку. И я это сделала с помощью зубной щетки. Просто решила попробовать. И хочу сказать, это работает. У кого нет под рукой обычной щетки или она недостаточно жесткая, подойдет и зубная щетка. Вот так выглядит готовое полотно для изнаночной стороны одеяла. Под синтепон я ничего не подкладывала, стегала так. Как вы уже поняли, одеяло у меня будет детское. Хочется, чтобы оно было мягкое и теплое. Покажу поближе, как прикольно выглядят махрушки. Эта техника называется ленивая синель. Мне кажется, она сюда идеально подошла. Мне так понравилась заготовка, и я думаю, что ее вполне можно использовать как топ для одеяла. Вроде все очень просто, а смотрится интересно. Напишите в комментариях, приходилось ли вам шить когда-нибудь полотно для одеяла из одного лоскутного блока. Или вам больше нравится собирать большие полотна из небольших квадратов. В следующем видео буду шить лицевую сторону одеяла. Если вам интересно, заходите. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.